Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Я почитал ваши комментарии под предыдущим роликом. Большинство людей дают положительный отзыв насчет нового формата. И хочу напомнить, что данный формат я буду где-то примерно тестировать в течение недели. И поэтому, чтобы, скажем так, сейчас меньше эфирного времени не становилось, сейчас перейдем уже к каточке, но хочу поделиться с вами хорошими новостями. То, что скоро на днях будет стрим, поэтому кто не подписан на мой телеграм-канал, обязательно подписываемся. И сегодня тоже будет обалденнейшая игра. Она будет сразу, вот, знаете, небольшой вам спойлер. Игра не будет однокалиточной, 100%. Она будет максимально неожиданная. Ну, в общем, вот такой вот вам спойлер. Поэтому погнали. Что сегодня мы будем разбирать? Сегодня будем разбирать один из моих любимых билдов. Это зоопарк. Мне очень нравится этот зоопарк, потому что максимально простой в освоении, в реализации. И в текущей мете он довольно-таки неплохо работает. Что нам нужно вот конкретно соблюдать, когда мы играем на зоопарке? Во-первых, со старта мы играем как обычно. Нам нужен просто сильный стол. Неважно, что будет идти. Гоблины-мехи, люди. Либо же, если будут идти звери, то, соответственно, можно 6 зверей поставить. Потому что рано 6 зверей это тоже довольно-таки сильно. Ну и обязательно друидов собирать. Вот мне тут со старта приходят мехи, и довольно-таки так неплохо. Цемку я обязательно беру, потому что на старте мана регена мало. Предметов на ману реген я особо, к сожалению, не брал. Ну, вы, в принципе, все сами увидели. Вот. Когда мы играем на зверях, мы играем, соответственно, через спам. Либо же мы играем через сильного керри. Это обезьяна, либо же рыжий лис. Тут я, короче, беру панду. Хочу попробовать, может мне панда что-нибудь принесет, кроме боли и разочарования, но не буду спойлерить, что она мне принесет все-таки. Вы это все сами увидите. Так вот, многие, когда играют через спам, почему-то не покупают охотника на выдор. Ребят, это огромная ошибка. Охотника на выдор, когда вы играете через спам, обязательно нужно покупать. Обязательно. Ну, короче, вы видели, да, реализацию панды? На один раунд поставил. Тут я, кстати, играю против стримера. Мы там немного с ним попереписывались. Кому интересно, поставят чат на паузу. Он вкратце делал на меня рейд на Твиче. Так что так вот. Я его немножко отблагодарил, потому что мало ли он не слышал, что я ему говорил на Твиче. Вот. Со старта, как мы видим, у меня довольно-таки сильный стол. Я беру себе 5 уровень, для того, чтобы усилить его еще, потому что 2 резака с чистым уроном под огром в 2 звезды, это довольно-таки сильно. Если будет у меня еще и Тинкер 2 звезды, то вообще будет прекрасно. Но все вы видите в дальнейшем. Ну, на самом деле... Ай, ладно, короче. Просто наблюдайте, я буду вам рассказывать по поводу зверей. Так, тут у меня уже Фурион пришел. Энча в 2 звезды. Энча потихонечку в 3 звезды собирается. Но мне энча особо и не нужна. Энчу я беру чисто так. Это кусок огромного мяса, который может потанчить, впитать, замедлить скорость атаки. Но пользы от нее минимум. Поэтому в конечном итоге придется от нее отказаться. Ой, что я сейчас заберу? Вкусную котлеточку. Ха-ха, 5 винстрик сюда. Ай, вкусно. Так, как мы видим, игра у меня начинается хорошая. У меня уже куча двоек, у меня куча всего. Мана реген есть, огр есть, тинкер 2 звезды есть. Тут выбор реликвий. Еще и Лина в 2 звезды пришла. Выбор реликвий. Я бы мог взять рейд ночных зверей, чтобы получить двойных мобов. Но не факт, что на 15-м раунде я смогу с таким столом затащить рейд ночных зверей, потому что там волки, а не убийцы. И поэтому с выбором реликвии я не спешу. Надо немного подождать, посмотреть, что будет сейчас дальше происходить. И, соответственно, отталкиваться потом от этого выбора. Тут мне упали не те предметы, которые бы я хотел, поэтому я беру броню. Тут я ошибаюсь. Кстати, если что, в этом ролике будут ошибки, причем довольно-таки серьезные. Но, ладно, не буду больше говорить, потому что заспойлерю. Будут ошибки, и, соответственно, это будет показательная игра. Насколько все-таки игра скилловая. Да, скилл в этой игре решает на 200%. Для того, чтобы играть через зоопарк, нам достаточно 8 уровня. Больше нам, в принципе, и не надо. 8 уровень, этого достаточно. Оп, резак 2 звезды. Оп, Фурион 2 звезды. Ай, хорошо, у меня аж фоном кто-то чихать начал. Поэтому будь здоров, тот, кто фоном чихает. Старт, конечно, прекрасный, да?
Но не обольщайтесь слишком, не обольщайтесь. Я вас так медленно подвожу к тому, что старт у меня шикарный. Игра вроде бы кажется однокалиточная. Все вроде бы будет прекрасно. Но всегда есть одно но. Как я говорю, найдется какой-то китаец, либо вьетнамец, который рассказывает, что почем. По поводу зверей. Какие предметы нам кровь из носа необходимы? Во-первых, рог войны 100%. Всегда он нужен. Тут как бы даже объяснять не вижу смысла, да? Потому что все ваши призывные существа, они будут ускорены на 100%, плюс, соответственно, длительность их призыва на 100% увеличена. И для этого, соответственно, рог войны нам обязательно нужен. Потом, нам нужны обязательно некра и рефрешер. Как только вот этот вот минимум мы достигнем, нам нужен мишка в 3 звезды. Соответственно, мы берем мишку и, соответственно, дальше мы либо тоже ищем лютый спам. То есть мы можем находить дальше некра, дальше находить рефрешер. То есть чем больше у вас будет спама, тем, соответственно, лучше. Но не всегда это хорошо. Есть некоторые игры, в которых так делать не стоит. Допустим, вам нужна магическая защита, то есть шар бездны. Соответственно, мы его берем. И также, если вам нужен какой-то отхил, то мы берем, соответственно, цепочку. Потому что цепочка 3-го тира... Ну, бусы, не цепочка, бусы. Цепочка 3-го тира... Ладно, бусы все-таки буду говорить. Бусы 3-го тира дают отхил. И для суммонов, раз ни одна синергия на суммона не работает, для суммонов это прям то, что доктор прописал. Единственная синергия, которая работает на призывные существа, это звери. Потому что, когда они наносят урон, соответственно, они стакают уязвимость. Тут, кстати, принимаю, если что, экстренное решение взять себе 8 уровень, чтобы усилить свой стол еще сильнее и продолжать сидеть на винстрике. В принципе, неплохо. 8 уровень я уже взял, и засекайте, как жестко у меня сейчас будут приходить друиды. Особенно один друид, который мне прям кровь из носа необходим. Это Мишка. Так вот, некра берем, рефрешер берем. Кунку я взял, потому что, возможно, мне пригодится контроль. И на самом деле, когда вы играете через спам зверей, контроль необходим. Если вам упадет тайт, то берите его по-любому, потому что контроль стан... Ну, контроль есть контроль. Это время подышать. И, соответственно, пока проходит это время, ваши звери настакивают урон. Настакивают вот эту вот уязвимость 80%. Один удар, минус 10% уязвимости. Уязвимость — это ваша защита. Вот когда вы наведетесь на характеристики персонажа, на его защиту, там будет показано процентажное соотношение уменьшения урона. Вот именно это соотношение уменьшения урона уменьшают звери. Это сильно, это очень сильно. По поводу зверей через спам. Звери через спам — это довольно-таки сильная сборка. Особенно если вам ведут все предметы с первого раза, то вы просто должны на темпе душить. Душить прям... Вот прям... по максимуму душить. Если вам еще и предметы падают с первого раза, то это забейте. Это просто разрыв тоталити и полное уничтожение. По поводу сейчас моей сборки. Во-первых, у меня есть 2 пары концов. Это нормально по мане. Во-вторых, у меня есть ЦМ-ка. А так как у меня много прокаста, то от ЦМ-ки отказываться сейчас грех. О! Тоже реликвии хорошие мне сейчас упали, но не те реликвии мне необходимы. Мне нужна реликвия. Это мастерская бума. В этой игре она есть. Тут я покупаю ничего. Это инвестиция в лучшее будущее. Мы по-любому это делаем. Тут я совершил ошибку. Мне не надо было трента подымать. Кстати, спасибо за лон Рида на 21 раунде. Вышел из инкама, чтобы просто со слезами на глазах его найти. Тут я думаю о том, что мне не особо надо сейчас менять стол на фулл зверей. Хотя на самом деле, наверное, все-таки лучше бы стоило поставить себе стол фулл зверей. Тут предметы я не спешу перековывать, потому что если я сейчас перестановку сделаю другую, тут, кстати, вот, смотрите, скилл обнаружен, парень на 9 уровне находит себе все то, что ему надо, плюс он еще играет на шаманах, и у него еще и минер попадается. Так как я уже проиграл, я такой думаю, ну ладно, окей, ставлю зверей. Со зверями должно быть немного попроще, но если будет попадаться минер 3 звезд, то ничего проще не будет. Напомню, что урон со способностей морские эвейдят. Но только не на призывные существа. Агра, кстати, мы оставляем. Ну, в большинстве случаев агра нужно оставить. Огр слишком сильный персонаж. Если он накинет свою способность на того же мишку, то у вас засумонится под некрами 4 мишки. Даже больше. Ну да, 4 мишки, а если у вас еще есть и рефрешер, то, соответственно, там будет больше мишек. В общем, Огр полезный персонаж. Если вы его собрали в 2 звезды, не спешите его убирать, оставьте. Будет неплохо. Кстати, обалденная внешка у меня на Фурионе. Прям то, что доктор прописал.
Активировал реликвию яиц. И где же мои яички? Где же мои яички? Ха-ха. Беру зверя вот такого вот, потому что он дает контроль, и, соответственно, он довольно-таки плотный и жирный. Поэтому, если он приходит, то почему бы его и не взять? Где же мой лон-друид? А? Мишка. Да. Вот так вот. Еще и реликвия яиц максимально плохо сработала. Вы, кстати, можете обратить внимание, что сейчас Огр накинул свою способность на Мишку, и 2 Мишки появилось. Там тоже уже вертолета находят. В общем, здесь катка максимальных скилловичков. Вот. Убираю лон-друида для того, чтобы себе повысить вероятность выпадения самого лон-друида. Кто вдруг не знает, если кто-то в игре собрал 3-звездочного Мишку, есть ограниченный пул героев. Вот если кто-то собрал Мишку, тут видите, тоже 2 Мишек в 2 звезды уже собрал молодой. Сильно. Так вот. Есть ограниченный пул героев. Они не бесконечные. И, соответственно, чем больше людей играет на зверях, тем, соответственно, меньше шанс достать нужные себе фигуры. Тут я со слезами на глазах, без денег сижу и такой, блин, наконец-то мне Мишка пришел в 3 звезды через яйца. С активной реликвией яиц. Так, предмет 3-го тира. Тут, естественно, я беру бусы. Магов здесь я особо не вижу, кроме одного, и то там у него непонятная сборка, ну поэтому я беру бусы. Все-таки у зверей очень много урона, и из-за того, что у них очень много урона, они нормально так отхиливаются с помощью этих бус. Тут я, если что, принимаю решение для того, чтобы найти себе предмет 4-го тира. Мне очень срочно нужны некра и рефрешер, потому что у меня очень большая конкуренция на зверей. И если там зверю немного больше повезет, чем мне, ну, мне повезло. Я с первого раза достал некра, то есть показал скиллуху. Вот. Если тому зверю повезет больше с предметами, он меня вынесет. Если же, соответственно, мне больше с предметами повезет, я его вынесу. И тут самое главное не потерять темп. Как видите, тут у нас 3 человека играют на зверях. Соответственно, конкуренция большая. Так, кто это? Это вот этот вот непонятный маг был. Поэтому я не стал искать шар бездны, либо что-то другое. И медальон я скипнул, если что, 1-го тира. Забыл за это сказать. Медальон 1-го тира в 90% случаев мы не скипаем. Кстати, вы сейчас можете обратить свое внимание, какую я ошибку здесь уже допустил. Я только что показал ее на Мишке. Какого предмета мне не хватает? Как вы думаете? Я уже сижу несколько раундов, не перекидывая этот предмет. А все просто. Это рок войны. Мне очень нравится играть через спам зверей, потому что это довольно-таки легкая сборка. Кстати, вот смотрите, я сейчас рок войны беру. Смотрите. Опа, а что тут не так? А где же мой рок войны? Да, вот такая вот ошибка. Она не особо ни на что не повлияла. Ну, просто я мог бы в разы быстрее забирать раунды и, соответственно, в разы больше наносить урона. Тут парень играет на шаманах, у него уже 10 уровень, ему попадается горный вождь с идеальными предметами. Просто, ну, не передать словами. Щит 5-го тира, щит 3-го тира. 2 предмета, которые дают уклонение. И просто из-за этого я не смог его забрать. Ему фартануло сейчас на предметы. То есть, когда вы будете играть на шаманах, либо же я буду играть на шаманах, то, соответственно, вам не будет так приходить. Тут, кстати, я беру рефрешер, не некра. Я думаю, тут очевидно, но я это проговорю. Во-первых, рефрешер перезаряжает предметы. Поэтому я беру этот рефрешер, перезаряжаю себе некра, и у меня появляется 8 зомбарей вместо 4. Ну и, соответственно, 4 мишки вместо 2. Как-то так. И также, если вам падает волшебное зеркало, то вы тоже можете взять это волшебное зеркало и закинуть в того же мишку, и у вас будет появляться еще 2 иллюзии. То есть, изначально вы получаете 2 иллюзии, плюс еще 2 иллюзии. Тут тоже парень на шаманах пока проявляет свой скилл. У него тут щит 5-го тира, который работает на 100%. У вас он будет работать на 35%, как надо, а тут будет работать на 100%. Забыл тоже сказать момент, когда я собрал себе уже более-менее сильный стол, то я, соответственно, пошел в деньги. Тут я, кстати, такой думаю, ага, я могу создать контент. Ребята, вы видели 2 лон-друида в 3 звезды? Нет? Сейчас увидите. Тут мне захотелось сделать контент. Я ищу сейчас 2 друидов, чтобы яйцо апнуть 2 звезды. И, соответственно, сделать еще одного мишку в 3 звезды. Смотрите, я тут, оп, яйцо апаю. Тут почему-то яйцо с 1-го раза не апалось. Не знаю почему, но почему-то не апалось. Опа!
Опа! А тут темпларка уже появилась. С хорошими предметами. С минимум дубликатов предметов. Какие мои дальнейшие действия? Агра я продаю. Он вроде полезен, но сейчас бесполезен, потому что мне нужно что-то другое придумывать. У меня есть несколько решений. Во-первых, это поставить горн. Во-вторых, поставить рики. Тут я хочу попробовать поставить рики, потому что все-таки это шаманы. И когда сайленс будет накидываться, шаманы перевоплощаться не будут. А мне это самое главное, чтобы они не перевоплощались. Сейчас посмотрим, насколько это сработает. Давай, давай. Тут уже минер в 3 звезды появился с более-менее хорошими предметами. Сейчас у меня с одной минки приколят просто. С кирасой. Ну, нормально, да? Может быть, может быть. Если бы я поставил полный горн, мне бы хоть что-то помогло. Но по факту там столько урона влетало, что не помогло бы. На призывные существа не работает уменьшение урона от морских. Вообще ни грамма не работает. Тут я предпринимаю решение, что я все-таки хочу попробовать поставить горн вместо Рики. Тут падает рефрешер и падает зеркало. А так как у меня есть мишка в 3 звезды, то я, соответственно, беру рефрешер, чтобы у меня появилось больше мишек. Но по факту, на самом деле, наверное, мне стоило все-таки взять волшебное зеркало, чтобы у меня просто было больше времени пожить. А, соответственно, будет больше времени пожить. Соответственно, шаманы пропадут, и я выиграю раунд. Но, как-то так. Мифриловые доспехи убираю. Он мне не нужен. Потому что у моего противника там есть обезруш, и все. Это единственный триггер. Тут, я думаю, цепочка — это контроль. Цепочка должна скидывать, по сути, перевоплощение шаманов. Ну, логично, чуть-чуть, да? Но по факту нет. Цепочка не скидывает перевоплощение, и после этого момента я такой думаю, чего? В смысле не скидывают перевоплощение? Я просто с отвисшей челюсти сидел. Вот, оказывается, да, я, к сожалению, этот момент не знал. Лучше бы я взял немного другие предметы. То же самое волшебное зеркало. Либо же, может, мне еще одни некра упали. Хотя, на самом деле, что некра, что волшебное зеркало, что рефрешер в данной ситуации мне уже не поможет. Вот, та ситуация, о которой я говорил, что звери, они на темпе играют. И желательно, чтобы ваш противник не дожил до 35-го раунда. Но тут пареньку хорошо повезло. У него куча легендарных фигур в 2 звезды. И перевоплощение шаманов у него идеальное. У него вертолет появляется с предметами довольно такими хорошими. А вертолет в 3 звезды нормально так спам чистит. Прям в легкую. Но больше всего там наносит урона это минер. Горн мне также не помогает. Если даже я соберу себе змейку в 3 звезды, то мне тоже ничего не поможет. Давайте понаблюдаем, как это выглядит. Раз, минка. Бам! Просто минус полстола. Минер в 2 звезды не такой особо опасен. Но он всех уничтожил моих некров и почему-то не умер. То есть там как-то мало урона нанеслось. Ну и тут, соответственно, проигрыш. Но топ-2 это тоже победа, потому что в топ-3 если зайти, то это тоже победа. Маг вылетел. Маг мало чего может сделать зверю. Потому что только очень сильный маг может спокойно зверя забрать. Ну и тоже, если зверь умный, он заблокирует урон от мага. Но если там будет слишком много контроля и 4 бога, то вряд ли. Очень потная катка и очень интересная катка получилась. И что я хочу сказать. Звери — это довольно-таки самая легкая сборка, на которой можно спокойно поднимать рейтинг, играть в удовольствие. Потому что через зверей можно множество вариантов продумать сборок своих, потому что можно играть через зоопарк, а можно играть через сильного керри. Либо обезьяна, либо же рыжий лис. То есть самое главное, то, что вам нужно понять, это то, что вам нужен охотник на выдр, который уменьшает, точнее увеличивает урон по отмеченным целям и дает приоритет вашим призывным существам бить конкретно эту цель по увеличенному урону. То есть, если есть возможность, то в идеале собрать охотника на выдр в 3 звезды, потому что там урон космический становится. И, соответственно, больше целей помечается. Вот как-то так. Игра не идеальная, но в целом такая драйвовая получилась. В принципе, все. В течение этого ролика я все рассказал, поговорил, прокомментировал. Поэтому, что думаете по поводу этой игры, напишите в комментариях. Что думаете по поводу такого формата, то тоже напишите в комментариях. Если у вас какие-то есть идеи, то тоже напишите в комментариях.
Кто на меня не подписан, обязательно подписываемся, не забудьте поставить свой лайк. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!